Россия очень красивая страна. Мне очень нравится, что так культурная страна. Я считаю, что мы очень культурные люди. Пельмени, солянка, Солянка, да. борщ. Борщ. Бедный не должно быть. Мне недавно подарили бутылку водка. Очень вкусно. Да? Да. Как ты выучила русский язык? Как это было тяжело? No, спасибо. No, меня зовут Персис Катрин Пити Герра. Вот это полностью Два имени и фамилия. Да. А второй фамилии нет у тебя? Да, у меня вторая фамилия Герра. Герра. Персис Катрин Пити Герра. Мгм. Полностью имя. Вот. Я учила русский язык уже давно, когда я поехала в Бразил. Мне было очень трудно, очень тяжело. До сих пор думаю, что это очень трудный язык. Но интересно, но было очень трудно. Я когда приехала туда, мне было обучение язык 1 год. И было очень трудно. Скажи, пожалуйста, в каком году ты приехала в Россию? В 2001 году. В 2001. И в какой институт поступила? Я была в политехническом, государственном политехническом университете в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. А из Панамы ты была одна или сколько человек у вас было? Ну, в Санкт-Петербурге была только я. Со мной поехали другие студенты, но они в других городах. В других городах Ага, обучались. да. Обучение было бесплатным? Обучение было бесплатно. То есть надо было экзамены какие-то сдавать, чтобы поступить? Да, но здесь, когда предлагали туда поехать, они смотрели, не делали какие конкурс, и они выбирали, кто могли туда поехать. Был конкурс. То есть был конкурс. Много желающих было? Честно думаю, что нет, не так много. Нет. Очень мало. А вот у тебя откуда такая идея поехать в Россию обучаться? Тебе родители сказали или как? Но, в принципе, я всегда хотела учиться в другой стране. Я всегда это хотела. У меня тогда предлагали учиться в Аргентине или в Бразилии. В Аргентине тебе было бы легче испанский язык. Вот. Но мне говорили, вот, давай другая культура, другой язык. Иди чуть-чуть далеко. И далеко. И далеко поехала. Вот. Как ты считаешь, на сегодняшний день то, что ты обучилась в России, закончила и получила диплом, это тебе на сегодняшний день на работе здесь помогает? Я думаю, что да. Потому что я учила экономику, и это мне очень поможет. Кроме этого, я тоже учила коммерцию. У меня есть магистр на коммерции. И бакалавр, и магистр. Нет, у меня магистр, и после этого я получила аспирантуру. Ты еще аспирантура. То есть обучалась ты 8 лет? Да. И мне, да, это поможет. Обучение хорошо мне поможет. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, чем это тебе помогает? Где ты сейчас вообще работаешь? Ну, я работаю сейчас в Министерстве иностранных дел В Панаме. в Панаме. Очень интересно, мне поможет, потому что как для отношений и для связи с другими странами это очень важно. Русский язык помогает в переговорах? Часто приезжают русскоговорящие чиновники? Не так часто. Сейчас на самом деле очень мало. Но, конечно, это помогает. Потому что, в принципе, в Панаме живут много русских. И иногда они приходят к нам. К вам?
А по какому вопросу они к вам приходят? Нет, может быть, что узнать, как они могли решить свои остаться из Панамы. Как Понимаешь? легализоваться Да, в Панаме? То есть с этими вопросами приходят к вам? Да. Хорошо. Иногда А не миграционную службу приходит? Это же миграционная служба вроде решает. Но они могут, они приедут к нам, чтобы это спросить, потому что у нас есть офис апостilla, Ага. ты знаешь, это, например, все документы, которые приезжают из других стран, мы оставим. Вы их согласовываете и утверждаете? Да, вот, это мы так сделаем. Поэтому тоже иностранные приедут к нам. Ну, это не только русские, это из Но других не только, стран. да, из других стран. Хорошо. Вот скажи, пожалуйста, когда ты обучалась в России, как тяжело было вообще там коммуницировать, жить? Погода там другая. Но погода совсем другая, но для меня это было интересно. Мне очень нравится погода там, туда. Отношения с русскими, это было очень трудно, я тебе честно говорю. А что не так вот в русских и в панамцах? Что-то такое по-другому? Я думаю, не знаю, самоотношения, может быть, культура разные, и поэтому как было трудно. Ну, говорят, Потому что, честно, я когда была там и когда я училась там, я очень редко общалась с русскими. У меня друзья почти все были иностранные, как я. Для меня было очень тяжело. ну, на сегодняшний день какие-то русские друзья в России есть? Здесь, в Панаме? Не, в России остались, когда обучалась? Нет. Нет? Нет, у меня друзья там нет. Вот поэтому я тебе говорю, у меня общения с русскими там вообще нет. А из каких стран были друзья? Эквадор, México, Guatemala, Colombia. Все испаноговорящие страны. Vos, говорящий. Да. А китайский. У меня была друзья из Китая. А общались на каком языке? Русский, На русском? русский. Хорошо. Наверняка не так хорошо говорили, но все равно мы понимали друг друга. Хорошо. А здесь, в Панаме, есть русские друзья? Как друзья, не так, но знакомые. Может Знакомые быть, есть. один, два, просто знакомые. Хорошо. Как ты считаешь, на сегодняшний день ты бы вернулась бы в Россию поработать, либо просто посетить? Но поработать это зависит. Я очень хотела туда обратно, чтобы посетить. У меня сын маленький, и я хочу, что смотреть, как все там. Показать детям? Да. Потому что Россия очень красивая страна. Мне очень нравится, что так культурная страна. Это что мне нравится. Ну, то, что у нее своя культура, традиции. Это мне нравится. Но я наверняка плохая, но у меня как впечатление, а русский не очень хороший. Люди, как так, не хорошие. А в России ты Честно. А в России сама ты в каких городах была? Я была в Санкт-Петербурге и в Москве. 2 города. И есть другая недалеко от Москвы, Тверь. Какой? Тверь. Тверь. Это вот, Тверь. вот это 3 города. Вот. Еще там Казань, Екатеринбург надо посетить. Но не получилось. Тем более сейчас столько времени прошло, все изменилось. Не знаю, может быть, но не знаю почему. Не знаю, если правильно я тебе говорю. Но в том время, когда я училась, было много проблемов там, тогда, была такая группа. Skinhead? Скинхеды? Да, ты знаешь. Да. И я сама смотрела, как люди ударили, и из de la escota
Против моих знакомых. Ну, расизм. Был опыт, что ты увидела скинхедов. Да. Полный расизм. Да. Против моих друзей. Да. Вот. Поэтому это не очень хорошее впечатление, что у меня осталось от России. Только это. Но мне еда очень понравилась, блюда. Очень. Какая еда? Пельмени, солянка, Солянка, да. борщ. Борщ. Очень. Есть такие, как маленькие рыбу, но это как Маленькая. рыбу, рыба. Рыба? Ага, маленький, не помню. Килька? Вот. А здесь нет кильки? Нет, мне нравится, потому что у них такой вкус. Но наверняка как готовится Ну, по-другому. такой соленоватый чуть. Да, вот. В бочке их солят. Да. Русская салат. Сало? Да. Есть именно Русская водка еще есть. водка тоже. У меня мне недавно подарили бутылку водка. Очень вкусно. Да? Да. Вопрос обучения. Как ты считаешь, предметы, которые ты обучила, обучение, оно выше, чем в Панаме, или на таком же уровне? Но выше. Выше? Выше. Я думаю, что Россия имеет очень-очень хорошее Образование. очень хорошее, поэтому несмотря на каких проблем, я думаю, должно быть больше студентов туда поехать, потому что образование очень-очень хорошее. А на сегодняшний день из Панамы люди едут учиться? Я знаю, есть приложение, чтобы, если хотели, могут конкурсы, чтобы туда поехать, но сейчас очень-очень мало людей туда. Мало желающих? Да. А с чем связано? Может быть, во-первых, что может быть немного реклам. И просто то есть самая ситуация, которая сейчас есть. Маленькая война в Украине, может быть, то это влияет, что не хотят туда поехать. Но все равно, если направляют на сегодняшний день, тоже бесплатно. Да, бесплатно. Но надо только платить, чтобы со жизни там, понимаешь? Ну, питание, проживание. Вот это. А обучение Это это все бесплатно. бесплатно. Хорошо. Ты еще знаешь английский язык? Чуть-чуть. 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 Так вот, скажи, пожалуйста, тяжелее русский или английский учить? Русский, Русский? да. Почему? Потому что английский буквы это похоже на испанский. И много слов похожи. А тоже, как ты говоришь, более легче, чем русский. Потому что русский надо такой, как... Все по-новому. Да, это совсем по-другому. Но английский легче. А твои дети знают русский? Нет. У меня есть только один сын, но он маленький, ему 5 лет. Но я хочу что английский, во-первых, французский и русский, если возможно. А почему французский? Потому что, думаю, тоже это как международный язык. Ага. И поэтому хочу французский, что учиться. Ну, а русский тоже хочу. А я думаю, ему получается, потому что он маленький. Потому что он потом поедет в Россию учиться, да? Если возможно, почему нет? Хорошо. Здесь вообще в Панаме, так как страна маленькая, все знают. Вопрос, как здесь вообще для иностранцев? Тяжело здесь обосноваться? Как здесь вообще с законами? Я думаю, что... Вот, я сама не иностранка, но я считаю, что не трудно. Вот, поэтому я вижу, что приезжают много иностранцев. И почти все хотят здесь оставаться, потому что не трудно. А чем их здесь привлекают? Здесь привлекают валюты, Доллар. доллар.
потому что у меня знакомый из Колумбии, Венесуэла. Они приезжают сюда, и они сами говорят, что они здесь только за валюты, потому что когда зарплата здесь получают на долларах, они потом отправляют в Колумбию или Венесуэла, и там деньги получают побольше. Понимаешь? А сама заработная плата как оценивается в Колумбии? Ниже, выше, чем в Панаме? Ниже, чем в Панаме, Ниже. поэтому они приезжают сюда. Хорошо. А как здесь вообще с медициной? Насколько здесь хорошо развита медицина? Медицина? Да. Здесь очень плохо медицина. Плохо? Плохая, да. Почему? Но у нас хорошая медицина, но если ты хочешь получить хорошие услуги, Ага. ты должен за это платить. Частная медицина хорошая? Да, хорошая. Хорошая. А у нас государственный, но все равно я тоже за это, например, я работаю и все равно я плачу за государственный Страховку ты платишь? Да. И услуги очень плохие. Я Хорошо. плачу, и иногда они меня не принимают в больницу, понимаешь? А в чем проблема? Почему плохая медицина государственная? Администрация. Я думаю. Не выделяют деньги на медицину? Я думаю, нет. Они как все делают. Но я думаю, это очень большая проблема. Это трудно. По поводу частной медицины, ну, здесь есть врачи из Америки, да, приезжают также. Есть панамцы, которые закончили американские медицинские университеты, западные университеты, и все равно возвращаются, здесь работают. То есть частная медицина, как ты считаешь, она сильно развита вообще в Панаме? Если развиты, Да. То есть частная медицина, она сильно развита в Панаме? То есть насколько могут операции делать высокотехнологичные? Как вообще? частная это очень хорошая. Сильно, да? Да, и сильно это. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечении за рубежом для иностранных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию, медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встречи или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи, хирурги с опытом реконструктивных операций. И пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсации расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверьтесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Приезжают из других стран люди лечиться, оперироваться в Панаме на частную медицину. Ну, я честно, я думаю, что нет. Наоборот, отсюда, ну, люди уезжают. Уезжают Да, лечиться. да, А лечиться. куда уезжают? В США, В США. Колумбия. Колумбия. В принципе, на этой А стране. в США же дорого, говорят, лечиться. Но, если у тебя, чтобы платить здесь частное, ты имеешь деньги, чтобы поехать, например, в США. Да. Потому что у людей есть возможность, чтобы туда поехать. Окей. А в Колумбии почему? Потому что я не знаю, почему там дешевле. Там дешевле? А Колумбия. насколько там хорошая медицина? Говорят, что очень хорошая. Тоже Куба очень хорошая медицинская. Для определенных болезней люди туда поехать
То есть у тебя есть знакомые, которые ездили, Да, в Куба. и они довольны. Да. Все говорят, что медицинская Куба очень хорошая. Самая хорошая. А то Несмотря, что у них есть такие проблемы, все говорят, что у них очень хорошая медицинская. какие минусы в Панаме ты видишь? Как? Какие 3 минуса в Панаме ты назовешь? Что плохой? Да. Что здесь не так? Что нужно изменить? Как объяснить? Equidad. Esto se olvida más, более Маленькая зарплата? no, зарплата, да, может быть, de la некоторых зарплата должна быть побольше, но esto es luchita, смотри, esto ya хочу тебе сказать. Должно быть, у нас есть канал de Panamá, Да. у нас есть zona libre, mi считаю, что мы хороший банковская система. Банковская система Да, хорошая. очень хорошая. Это что значит? Что экономическая ситуация Панамы очень хорошая. Но что случилось? De la некоторых есть больше денег и de los других меньше. Понимаешь? И это не должно быть так. Поэтому я... Богатые всегда богатеют, Нет, а бедные беднеют. No, вот не должно быть так, потому что, например, бывает, что человек не такой богатый, но он получает возможность получить деньги, и он должен распределить на других. И он это не сделал, он только остается с этими деньгами. Понимаешь? Вот я думаю, это минус. Хорошо. Еще. No, не знаю, si está muy ni apoyo de esto. Я понял. Corrupción, corrupción, Коррупция это очень сильно развита. сильно, вот поэтому первое, поэтому я тебе говорю, не распределение ресурсов, как должно быть. А коррупция всегда была? То есть какой бы президент ни был, всегда коррупция, да? Всегда есть, я не знаю, Ничего не меняется. это не меняется, вот поэтому я говорю, что европейской стране лучше, потому что я думаю, что это не так. Хорошо. Что еще? Еще, да. Образование, у нас очень плохое образование. Образование плохое. Плохое, и вместо этого не культура. Я считаю, что мы не очень культурные люди. А в чем проблема образования? Я думаю, тоже потому что бюджет. Мало денег Да, выделяют? да. Вот поэтому. Хорошо. А что с культурой? У нас почти нет. Я когда была в России, я смотрела, что есть балет, театр. Были места, где я могла туда поехать, посидеть, смотрела балет. И не дорого. Но у нас это нет. Если есть, это очень дорого. И не все могут туда поехать. Вот я слышал, театр Бальбо. Там раз в месяц проводят оркестр бесплатно. Бесплатно? Да. Вот ты это знаешь, но большинство людей это не знают. Но не рекламируют, значит, не Вот, говорят вот. об этом. Вот поэтому я тебе... Старый город вот есть, мы в старом городе находимся. Ну, я знаю, но люди об этом не знают. Поэтому у нас нет такой культуры. Ну, а структуры, которые занимаются развитием туризма и привлечением иностранцев в вашу страну, они не занимаются вот этими культурными наследиями? Да, не занимаются, но я думаю, что не так сильно. Знаю больше. Но я думаю, это связано с образованием. У нас такое образование про культуру нет. То есть это все идет еще со школьной скамьи? Да. Вот так. Хорошо. Ну а самое главное, какие плюсы в Панаме? Люди очень хорошие.
Люди хорошие. No, люди хорошие. Медленные. А? Люди медленные, Да. Я думаю, туда. никуда не спешат. Нет. Они наверняка живут слишком спокойно. Что плюс? Погода, у нас хорошая погода. Ну, это еще климат влияет, поэтому медленные. А если бы здесь был мороз, Вот, это было совсем по-другому. все бы побежали. Да, совсем по-другому. Y что плюс у нас для инвестиций, для бизнеса, у нас очень хорошая страна. А какие плюсы для бизнеса? Здесь минимальный налог? Или Вот минимальный налог. какой это налог минимальный? Но это зависит а какой бизнес ты хочешь, потому что у нас разный тип. Ну, я хочу открыть, допустим, индивидуальным предпринимателем, не знаю, открыть парикмахерскую, да? Ага. Я буду парикмахером. Ага. Что для этого нужно? Вот это трудно. Но не так трудно, потому что надо только туда поехать в Министерство коммерции. Тебе должно быть легально здесь в Панаме. Резидентство? Да, резидентство тебе должно быть. И, честно, очень, думаю, легче открывать предприятие, потому что ты только показываешь эти документы, и если я национально показываю мой ДНИ, Да. и все. Больше после этого я иду в муниципальный и говорю, что я открыла такой бизнес, и они мне говорят, ты должен платить такой налог, и все. Честно, здесь не трудно открывать любой бизнес. Вот это тоже плохо, потому что очень легко и очень простой, поэтому тоже бывает не очень хороший бизнес, и неправильные люди приезжают сюда и не делают правильный бизнес, понимаешь? Правильные дела. Да, правильные дела. Вот так. Круто. Но здесь не трудно. Поэтому я говорю, для бизнеса Панама очень хорошая страна. Если ты хочешь инвестировать, сделай. Панама очень хорошая. Вот люди, и что еще? Вот так. И погода. Панамский канал, насколько он дает возможности вообще простому народу? Как помогает нахождение Панамского канала для простого народа? Или только для чиновников? Должно быть. Не знаю, если у тебя была возможность доехать в места, где очень бедные люди здесь живут. Такие люди не должно быть у нас на самом деле, потому что что дает канал, Да. много. Поэтому у нас бедных не должно быть. Это значит, что все, что доход от канала, он не для всех. Понимаешь? Для избранных. Может быть, я это не сказала, но может быть. Но на самом деле у нас бедных не должно быть. Значит, самое главное, что я выделил, это бедность, это отсутствие культуры Да, образование. и плохое образование. Да. Главный минус. И коррупция. Все это от коррупции. А? И коррупция. Коррупция. Да. Потому что это три, которые ты говорил, это зависит от коррупции.